Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу, как просто можно приготовить куриную пастрому, которая отлично подходит для бутербродов, пиццы, различных завертонов, салатов, да и просто для нарезки кусочками вместо вредной, но горячо любимой многими из нас колбасы. Давайте приступим. Предварительно промыла мясо под проточной водой и просушила его полотенцами. Затем срезаю с филе все лишнее в виде жира, прожилок, остатков костей и кровавых подтеков. По возможности снимаю вот эти фасциальные пленки. После подготовки перекладываю филе в миску, заливаю его холодной водой, добавляю соль и немного ее перемешаю. Замачиваем и отправляем мясо в холодильник на 2-3 часа. Иногда выдерживала около часа или целую ночь. В обоих случаях получалось хорошо, но при засолке на ночь получалось все-таки лучше. У меня прошло 3 часа. Ставлю духовку разогреваться до 250 градусов. А для промазывания курицы смешала растительное масло с сушеным чесноком, паприкой и острым красным молотым перцем. Вы можете использовать свой любимый вариант добавок и приправ, например, горчицу в зернах или жидкую. Рекомендую молотую паприку для создания красивой корочки. Достаю филе из воды. По возможности хорошо просушиваю его бумажным полотенцем. Если этого не сделать, вода может поспособствовать началу процесса варки и будет тормозить процесс запекания и образования корочки. Перекладываю филе на противень, застеленный фольгой. При помощи силиконовой кисточки промазываю мясо со всех сторон смесью со специями. Если есть время, половинки курицы лучше сложить вместе и перевязать кулинарной нитью. Это сожмет куриные мышцы, возможно, даже склеит между собой половинки, что позволит мясу сохранить форму и особенную сочность. Мне в большинстве случаев заниматься перевязкой не хочется, поэтому и в этот раз оставляю так и ничего не перевязываю. Мелко нарезанный чеснок при больших температурах сгорает и добавляет горечи, поэтому не буду нашпиговывать им мясо, а просто разложу рядом для интенсивного чесночного аромата. Заворачиваю мясо в фольгу и отправляю запекаться на 20-30 минут. Время выпечки будет зависеть от размера кусков и от того, как духовка держит температуру после ее отключения. У меня прошло 25 минут, отключаю духовку и оставляю пастрому на 2-3 часа. Не открываем дверцу, за это время грудка полностью доготовится и сохранит сочность. У меня прошло 2 часа после запекания, достаю пастрому из духовки, нарезаю на кусочки и подаю к столу. Вот такая аппетитная и вкусная пастрома у нас получилась. Этот рецепт позволяет при минимальном участии в процессе получить отличный результат. Попробуйте приготовить пастрому по этому рецепту, надеюсь, вам понравится. Желаю всем приятного аппетита, здоровья и красоты. До встречи в новых видео!